Здравствуйте! GunsReview.com представляет обзор газобаллонного пневматического пистолета-пулемета T-Rex, изготовленного Златоустовским машиностроительным заводом «Россия». Девятимиллиметровый пистолет-пулемет «Кедр», что расшифровывается как конструкция Евгения Драгунова, был разработан советским конструктором Евгением Федоровичем Драгуновым, создателем всемирно известной снайперской винтовки СВД «Снайперская винтовка Драгунова». Целью разработки было создание малогабаритного пистолета-пулемета как оружия ближнего боя. Опытный образец, получивший наименование ПП-71, проходил испытания в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века, но в серийное производство так и не попал. Только в 1994 году, уже после смерти конструктора, на базе его разработки ПП-71 было начато серийное производство модели под наименованием ПП-91. Первые опытные образцы были выпущены на Ижевском оружейном заводе в 1992 году, а серийное производство было налажено на Златоустовском машиностроительном заводе в России. В настоящее время пистолет-пулемет «Кедр» находится на вооружении в силовых структурах России. Модель, представленная в этом обзоре, называется T-Rex и собрана на том самом заводе, который выпускает боевые пистолеты-пулеметы «Кедр». Модель T-Rex изготовлена полностью из металлических деталей и довольно близко повторяет внешние очертания боевого ПП-91 «Кедр», за исключением рукояти и ствола. В боевом ПП-91 «Кедр» это пистолетная рукоять небольшой формы с выемками под пальцы. В пневматической версии рукоять имеет несколько удлиненную форму, размещена практически под прямым углом и в ней находится отсек для размещения баллона углекислого газа. В связи с тем, что рукоять полая внутри, наверное, следует быть осторожными и не допускать падений на твердые поверхности. Пистолет-пулемет T-Rex выпускается в двух вариантах комплектации: с откидным прикладом и без него. Основные части пистолета-пулемета: штампованная ствольная коробка со съемной крышкой, съемный ствол, приемник магазина с клавишей извлечения, магазин, откидной приклад с плечевым упором. В комплект поставки также входит паспорт, инструкция по эксплуатации, шомпол и набор запасных резиновых прокладок. Пневматический газобаллонный пистолет-пулемет T-Rex выпускается в версии без приклада и в версии со складывающимся прикладом. В походном положении и в положении для стрельбы предусмотрена фиксация приклада. В походном положении фиксация происходит в выемке мушки, в положении для стрельбы в районе шарнирного соединения приклада со ствольной коробкой. Пистолет-пулемет T-Rex позволяет вести стрельбу как в одиночном, так и в автоматическом режимах. Выбор режима ведения стрельбы осуществляется переводчиком, который одновременно выполняет функцию рычага предохранителя, который размещен с левой стороны ствольной коробки. Верхнее положение переводчика – постановка пистолета-пулемета на предохранитель. Среднее положение – режим одиночной стрельбы. Нижнее положение – режим автоматической стрельбы. При постановке на предохранитель происходит блокировка спускового крючка. В размещении рычага переводчика также наблюдается отличие от боевой версии пистолета-пулемета. В ПП-91 «Кедр» он расположен с правой стороны ствольной коробки, в пневматической версии пистолета-пулемета T-Rex с левой стороны. Прицельные приспособления T-Rex, как и у ПП-91 «Кедр», открытого типа, но отличаются по внешнему виду и способу крепления. Мушка крепится в передней части ствольной коробки. Целик смонтирован в верхней задней части ствольной коробки в районе узла крепления откидного приклада. При сложенном в походное положение прикладе повернут открытый целик. При откинутом в рабочее положение прикладе повернут диоптрический целик. Модель пистолет-пулемет T-Rex без откидного приклада оборудована открытым целиком. Для неполной разборки пистолета-пулемета необходимо убедиться, что в рукояти отсутствует баллон сжатого газа или извлечь его, извлечь магазин,
Отвернуть в сторону фиксатор крышки ствольной коробки, который расположен в верхней задней ее части и входит в зацеп паза в нижней части целика. Отсоединить крышку ствольной коробки. Извлечь боевую пружину. Извлечь затвор. Ударный механизм, назовем его так, представляет собой довольно простую конструкцию с набором газоотводных трубок, обеспечивающих подачу сжатого газа к воздушному клапану и для движения затвора. Первоначальный взвод затвора осуществляется вручную, аналогично боевому прототипу. Далее при нажатии на спусковой крючок затвор под воздействием боевой пружины бьет по ударнику, который в свою очередь нажимает на шток воздушного клапана. Часть воздуха подается к выпускному отверстию для выстрела металлической пули, часть через отверстие в направляющей раме подается для обеспечения движения затвора назад и постановки на боевой взвод после фиксации его на шептало. Ствол в пневматическом пистолете-пулемете T-Rex съемный и представляет собой вновь изготовленную деталь. Длина ствола составляет 120 мм. Ствол гладкий. Магазин внешне напоминает оригинальный магазин пистолета-пулемета Кедр. Заряжание металлических шариков происходит через верхнее отверстие приемника шариков простым их вдавливанием. Будьте осторожны, приемник шариков оборудован внутренней пружиной и шарики удерживаются блокиратором, размещенным над отверстием для приема шариков. Если при заряженном магазине вы нажмете на блокиратор, вы рискуете получить травму глаз, когда шарики под воздействием пружины начнут вылетать вам в лицо. Емкость магазина составляет 25 шариков. Во взведенном состоянии свободный ход спускового крючка практически отсутствует. Для осуществления выстрела к нему необходимо приложить небольшое усилие. Эта особенность, я уверен, пройдет через некоторое время эксплуатации и после притирки деталей ударно-спускового механизма. Но в коробочном варианте этой модели на это невольно обращаешь внимание. Установка баллона сжатого газа происходит через отверстие в нижней части рукояти. При установке необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса баллона. Для этого прижимайте его к верхней внутренней части рукояти. Прокол баллона осуществляется зажимом винта в нижней части рукояти. Далее перейдем к стрелковому тесту. Тест измерения скорости полета пули проведем с использованием хронографа ProChrono Digital серии из 8 выстрелов и с расстояния 1 метр от дульного среза до хронографа. Тест точности кучности стрельбы проведем с расстояния 5 метров от дульного среза до мишени. В качестве мишени будем использовать малую мишень МКПС, распечатанную на листе формата А4. Далее на вашем экране результаты точности, кучности стрельбы и таблица результатов измерения скорости полета 4,5 мм металлического шарика. По результатам теста сразу замечу, что прицельная стрельба — это не конек пистолета-пулемета T-Rex. Он больше подойдет для развлекательной или спортивно-игровой стрельбы, где требования к точности несколько ниже. В режиме одиночной стрельбы модель показала среднюю скорость полета металлического шарика 95 метров в секунду. На мой субъективный взгляд, это довольно неплохой результат, учитывая всю массивность металлического ударно-спускового механизма, для работы которого необходимо потратить значительную порцию сжатого газа. Количество выстрелов с одного баллона сжатого
газа в режиме одиночной стрельбы составляет порядка 70-80 выстрелов, что соответствует 3 магазинам. А стрельба в автоматическом режиме понравится очень многим. Благодаря полностью металлической конструкции модель обладает ощутимой имитацией отдачи затвора. Сила отдачи затвора, конечно же, не соответствует огнестрельному оружию, но все же придает некоторую реалистичность при стрельбе. Ложкой дегтя выступает то, что в автоматическом режиме получится выстрелить только 2 магазина, а это 50 металлических шариков. У меня было несколько подходов, но больше чем на 2 магазина баллона не хватило. Ради справедливости отмечу, что стрельба велась в довольно высоком темпе. При стрельбе короткими очередями можно добиться количества выстрелов, сравнимого с одиночной серией стрельбы, то есть порядка 3 магазинов или около 70 металлических шариков. Также в автоматическом режиме и при темповой стрельбе очень быстро охлаждается баллон углекислого газа. Но это уже особенность не пистолета-пулемета, а физическое свойство сжатого углекислого газа. Во время смены магазина необходимо выждать некоторое время, чтобы температура баллона газа поднялась. Но несмотря на все эти особенности, модель действительно понравилась. Ее по достоинству оценят любители пневматических газобаллонных копий оригинальных образцов оружия. Возможное направление использования для пистолета-пулемета T-Rex – это развлекательная стрельба или использование в спортивно-стрелковых играх, например, таких как хардбол. При использовании пистолета-пулемета T-Rex не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием, с которыми вы можете познакомиться на сайте gunsreview.com или на YouTube-канале Guns Review. Всего вам доброго!